Ребятки, всем привет, всем хай из Австралии. Как вы видите, особо ничего не поменялось с прошлого выпуска. Прошло 2-3 недели, но я до сих пор хожу в китайском пуховике, потому что у нас сейчас в Австралии зима в самом разгаре. Несмотря на то, что сейчас, как вы видите, солнышко, температура на улице порядка 13-12 градусов, ветрено, утром на работу идешь, вообще постоянно холодно, плюс 8 градусов, одеваю шапку. Изначально планы у меня были сделать выпуск про водопады, про тоннель, но, к сожалению, по погодным условиям не всегда это удается. Зима в этом году у нас не совсем дождливая, соответственно, водопады все сейчас на данный момент все пересохшие. А когда идут дожди, как раз таки это выпадает на субботу-воскресенье, то есть на мой выходной день. Ну и, соответственно, выезжать, делать контент про водопады в дождливую погоду не совсем практично, не совсем удобно. Итак, ребята, некоторые мои подписчики, в том числе мои друзья, часто интересовались, как же там Илюшечка Иллюминатор, русский инженер, проживает в Австралии, где он обитает, где он живет, где арендует квартиру, либо дом. Также были вопросы по поводу инфраструктуры близлежащей. Мы проживаем в Восточном Перте. Район достаточно большой, поэтому у меня не будет физической возможности полностью обойти весь район, показать какие-то места. Но, тем не менее, есть у меня сейчас возможность пройтись здесь буквально по периметру. Покажу, где что располагается. Я думаю, вам будет это очень любопытно. После краткой экскурсии по периметру, по инфраструктуре, мы обязательно пройдемся в наши апартаменты. За моей спиной вы видите жилой большой комплекс. Мы в этом комплексе как раз таки арендуем двухкомнатную, двухбедрумную квартиру. Так, ну вот сейчас, видите, за моей спиной располагается здоровенный стадион, называется он HBF Park. Почему-то HBF Park, не знаю. В общем, этот стадион, он обычно предусмотрен для различных спортивных мероприятий. Если спортивные мероприятия проводят здесь, перекрывают дорогу, та, которая удобнее, ну, центральный вход с противоположной стороны, перекрывают дорогу, вывешивают обязательно знаки за несколько дней до какого-либо мероприятия, указывают часы, со скольки до скольки дорога будет перекрыта. Поэтому, да, здесь нужно обязательно это все учитывать. Если вы в своем автотранспорте приезжаете, конечно же, нужно учитывать, что здесь все будет перекрыто. Либо если вы добираетесь до дома, какие-то обходные пути. Ну а Google, тем не менее, всегда старается обновлять информацию последнюю по перекрытию дорог. Но помимо спортивных мероприятий, здесь еще выступают музыкальные команды. В прошлом году к нам сюда приезжали Foo Fighters. В ноябре прошлого года, 23-го. Ваше здоровье, ребята. Сейчас Foo Fighters выйдут в Ленумисе в 5 часов вечера. Конечно же, я воспользовался возможностью, приобрел билет заранее. Выступали они как раз здесь, то есть очень удобно, с работы пришел, немножко разогнался, понятно как, и сразу же пошел на стадион. Прекрасное время провел, послушал музыку, потанцевал, ну и там догнался, по традиции. Так, немножко шумно, да, пойдем сейчас дальше. Пройдемся по периметру вокруг этого стадиона. А вот у нас тут есть теннисный корт, тоже чуваки тренируются. Я, правда, не знаю, здесь, наверное, вряд ли секция, но, скорее всего, просто люди вот занимаются, в свое удовольствие играют. В принципе, все под боком. Я думаю, у администрации можно узнать, сколько будет стоить, допустим, сет, там, 2 часа поиграть. Но у нас сейчас воскресенье, поэтому вы видите, на дорогах вообще практически никого нет, машин нету. Это не значит, что у нас город заброшенный. Обычно, знаете, люди считают то, что Перт является такой здоровенной деревней, двухмиллионной. С правой стороны вы видите, да, это велосипедные дорожки по обеим сторонам дороги. Там, где нет велосипедных дорожек, продолжение, здесь по правилам дорожного движения велосипедисты тоже спокойно могут выезжать на перекресток. Самое главное — соблюдать правила дорожного движения. В принципе, все организованно в касках ездят, в шлемах я имею в виду. Ни разу в новостях я особо не видел, чтобы
автомобилист задавил какого-нибудь велосипедиста. Может быть и было такое, но случается очень редко. Но вот когда мы жили в Казахстане, там постоянно доставщики еды на своих мотиках каждый день бились, каждый день попадали под колеса, то под фуру, то под автомобиль. Здесь, конечно, это случается намного реже. Сейчас подходим к главному входу стадиона. Покажу, как все здесь выглядит. И, кстати, вот отсюда недалеко, буквально 200 метров, располагается супермаркет. Вообще здесь, в принципе, в Австралии все так устроено, что, к сожалению, супермаркеты не находятся в шаговой доступности. Просто мы сейчас живем в том районе, мы специально подбирали район, специально подбирали квартиру, чтобы было недалеко до школы, чтобы недалеко было до супермаркета. Как правило, здесь люди все вот на машину прыг и поехал. Но мы, в принципе, так же сейчас и делаем. В нашем супермаркете мы покупаем самое необходимое в основном-то. Вода, хлеб на ход ноги, как говорится. Но основные мы покупки делаем в спадж. Мотаемся на машине, там, километров 5, наверное, 7. В субботу, либо в воскресенье. Ну, так удобно. Наши любимые пальмы красивые. Пальмы везде. Заправка рядом с нами есть. Это одна из двух заправок, которые располагаются очень близко к нашему дому. Но мы здесь никогда не заправляемся, потому что здесь чуть-чуть подороже будет. Центов на 20 за литр бензина. Короче, шляпа. Вот этот я проезд очень люблю. Что мне здесь нравится? Мне нравятся вот эти здоровенные гигантские деревья. А вон справа сидят два каких-то чувака. Не знаю, похоже на наркоманов или кто. Ну, короче, и бомжеватого вида. Посмотрим, может, сейчас попытаются до меня докопаться. Сейчас посмотрим, попробуют они до меня докопаться или нет. Но я думаю, что нет. Потому что на мне все написано. И так лицо обезображенное интеллектом. Наркоманы эти засали ко мне подходить. Ну, оно и понятно. Я бы тоже на их месте не стал рисковать. Так, мы с вами прошлись по периметру вокруг стадиона. В принципе, тут ничего особого не покажешь. Только вот деревья, коридоры из этих деревьев, которые очень мне импонируют, очень нравятся. Сейчас я вам покажу детскую площадку, которая очень близко располагается к нашим апартаментам. Там, в принципе, еще рядом с детской площадкой есть секция по боксу, есть секция танцев, то есть достаточно интересно. Я смотрел, секция по боксу, она не детская, для взрослых. Люди разной категории возрастной туда приходят, занимаются. И взрослые женщины я видел лет, наверное, ну, в общем, среднего возраста, чуть выше среднего. Ходят, груши колотят только в путь. Я думаю, вот если с такой мадам встретиться где-нибудь, то она, конечно, тебя смачно размотает. Видите, улицы пустые, машин практически нет. Но так вот у нас здесь в райончике тихо, спокойно вроде бы. Это сейчас тихо, спокойно, а вечером, когда ложишься спать, 9 вечера, постоянно сирены, полицейские, скорые летают, а дом находится у дороги. Естественно, окно открытое, потому что с закрытым окном спать не будешь. Слышно сирены без конца. И вот они ездят, полиция, куда-то на север с 9 и до 2 ночи стабильно. Каждый день, каждый день. Так, ладно, пока мы идем на детскую площадку, я вам сейчас расскажу по поводу аренды жилья. Для того, чтобы снять жилье, вам обязательно нужно закладывать в свой бюджет депозит, называется бонд, а он обычно в размере 4 недель. То есть здесь за аренду необходимо платить понедельно. Если, например, ваше жилье стоит в неделю $600, значит бонд, депозит вы должны заплатить за 4 недели вперед. Это 2400. Плюс вы сразу платите за 2 недели за проживание вперед. Итого получается 2400 плюс 1200, 3600 вам нужно обязательно учитывать в свой бюджет. Вообще, в первый раз снять жилье было достаточно проблематично. Искали мы квартиру порядка 2 недель. Ну, это достаточно долго, хотя некоторые местные говорят, что люди могут и месяцами искать квартиру. Наплыв иммигрантов достаточно большой. Спрос высокий, понятно, цены сейчас растут неимоверно. Самое главное, это что? Регистрируемся на сайте Real Estate. В параметрах, в фильтре задаем критерии, которые вас интересуют. Это, допустим, таунхаус. У меня друзья спрашивают, что за таунхаус? Я говорю, ну, дом, разделенный на 2 части. Так это барак, ёпта. Ну, вот примерно так. В общем, таунхаус, апартаменты – это обычная квартира. Либо отдельно стоящий, либо отдельный дом. Первый раз снять жилье – это очень проблематично. Во-первых, у вас нет рекомендаций здесь, в Австралии, да? Вы еще ни разу не арендовали жилье. И, соответственно, когда вы подаете заявку на аренду жилья, в любом случае агенты по недвижимости и лендлорд – это хозяин, владелец жилья, они запросят у вас какие-то референсы, какие-то ссылки,
какие-то рекомендации, в общем. 100% попросят договор, трудовой договор, в котором будет указана ваша годовая зарплата. Здесь считается абсолютно нормальным, если вы предоставляете свой трудовой договор, в котором указаны все цифры, потому что без этого вам, в принципе, жилье никто в аренду не сдаст. Аренда, как правило, проходит здесь на год, либо на полгода. По закону владелец жилья не имеет права повышать стоимость за аренду. То есть, если, например, вы договорились на $500 в неделю, то, соответственно, следующее повышение за аренду будет не раньше, чем через год. Здесь, во-первых, все квартиры сдаются без мебели, надо это тоже учитывать. 95% объявлений на real estate, они все, без мебели. Вообще, как в целом процесс происходит? Вы увидели, например, интересующую вас квартиру, объявление. Вы подаете заявку, смотрите, когда доступна инспекция. Вам на почту, либо через приложение приходит уведомление. Приходит уведомление от агента о данной квартире, то, что инспекция назначена на какой-то определенный день, на определенное время. Вы приходите по адресу. Помимо вас, на инспекции этой, грубо говоря, на смотрины квартиры может прийти еще 20-40 человек. И вероятность того, что вы сейчас приехали, не имея никакого бэкграунда за собой в плане аренды жилья здесь, в Австралии, конечно же, арендодатель будет смотреть в сторону тех, кто уже имеет хоть какую-то репутацию, тот, кто уже здесь арендовал какое-то количество времени, несколько лет, он платежеспособный, надежный, у него хорошие референсы есть от предыдущих агентов и так далее. Поэтому шансы тому, что вы с первого раза заедете в хорошую квартиру, ну они, конечно, есть, но они гораздо меньше, чем если бы тот же самый человек, который здесь уже проживает, там 2-3 года, у него есть какой-то опыт аренды жилья, у него шансов больше получить квартиру. Так, это мы зашли в переулок, идем сейчас к детской площадке. Будем проходить мимо компании, которая занимается ремонтом автомобилей. Здесь у них, вот видите, веселая граффити достаточно интересненькая, расписное. Занимаются они ремонтом тачек, что-то покраской занимается, я уж точно не знаю. В общем, не вдавался в подробности. Но здесь у них постоянно машины тусуются. Вон с правой стороны находится детская площадка. Сейчас подойду поближе, немножко покажу вам. Что у нас здесь еще такого интересного? Ну вот за моей спиной как раз таки школа хип-хоп танцев. Каждый день здесь музыка грохочет. Взрослые люди сюда приходят, танцуют. Дети здесь, я видел, танцуют только по субботам. В будние дни вечером здесь только взрослые. Взрослые девушки, женщины, мужчины танцуют. И прикольно, кстати, у них получается. Я вот с детьми вечером иду домой, мы гуляем с площадки. Нет-нет, так могу подсмотреть. Вот. Тоже иногда хочется потрясти, потанцевать. Стандартная площадка детская, но эта площадка как бы она такая супер среднестатистическая, ничего вычурного нет. Все площадки организованы, видите, черным тентом, для того, чтобы дети смогли в жару здесь спокойно бегать. Солнцезащитный тент. Плюс еще у нас здесь практически в каждом сквере присутствуют электрические грили. Здесь вообще очень такая популярная культура мясоедения, отдыха. Work-life balance. Австралийцы любят отдыхать, австралийцы любят жарить мясо, стейки, сосиски, вместе собираться, делать какие-то пикники. Ну вот, допустим, данная территория тоже не исключение. Сейчас мы подойдем к грилю, я вам покажу этот гриль. Только ночью какие-то, скажем так, контрацептивы, видите, граффити хотели нарисовали, почему красиво. Вот обычный гриль, к счастью, он сейчас чистый, не засранный, не обосранный. Но иногда бывает здесь так, что птицы тоже что-то подъедают, насрут, никто не убирает. Но есть определенная служба, которая на еженедельной основе, я правда не знаю, какой график, они чистят эти грили, выезжают по районам, как у них там идет сегрегация, как идет распределение объема работ, мне это неизвестно. Но тем не менее, вот наш гриль, периодически мы здесь мясо либо сосиски жарим, вообще классно. Итак, по поводу жилья дальше продолжаем. Обязательно нужно учитывать то, что у вас квартира будет не мебелированная, значит, надо закладывать бюджет. Как правило, все затариваются либо на маркетплейсе, Facebook Marketplace, покупают бэушную технику, бэушную посуду, бэушную там мебель. Мы по приезду решили не заморачиваться с этим. Поехали в Икею, заранее, вернее, на сайте мы ознакомились с ассортиментом, купили все онлайн, заказали, нам привезли, доставили, прям занесли в квартиру все коробки в тот день, который мы поставили. Единственное, мы матрасы новые тоже покупали не в Икее, потому что в Икее качество плохое. Заказывали на Коале. Есть Коала с матрасами австралийскими. Классное качество, нам очень нравится. Вот купили еще матрасы себе и детям. Сейчас пройдемся рядом с нашей любимой пиццерией итальянской.
Здесь мои друзья итальянские работают. Иногда с ними, нет, там пару фраз перекинусь. Очень, конечно, тоскую по итальянскому языку. Хочется снова начать изучать. Перейдем дорогу. Так, дорогу перешли, топаем дальше. Давайте я вам покажу, как итальянский ресторан этот выглядит. Вот он. Очень вкусная пицца у них. Мы, в принципе, ничего кроме пиццы у них на вынос-то и не заказывали. Вот вы знаете, когда я смотрю на подобную хероту, типа в кавычках а-ля граффити, хочется задать вопрос. Позвольте вас спросить, как художника, вы рисовать-то умеете? Ну, хотя бы, не знаю, что-нибудь нарисовали интересное, так просто. Мы вот, например, рисовали фаллические символы в институте на последних партах, но это совсем другая история. На тот момент это у нас была своеобразная форма самовыражения. Так, вот и подходим к моему дому, к нашему дому. Вот, кстати, я вам не сказал. Вот здесь у нас есть белое здание, здесь класс йоги, а там чуть выше есть секция тэквондо. На тэквондо ходят детишки. Это я каждый день, если на пробежку выбегаю, вот здесь сюда на йогу ходят. Да, вот ход йога, видите? А вот дальше там в каких-то из боксов тэквондо. Так, вот мы подошли к нашему комплексу. Комплекс пятиэтажный, двухуровневая парковка. Вот это парковка, уровень B1. Второй, вот здесь, это второй уровень. Сейчас подходим к нашему дому. Здесь комплекс в себя включает 3 или 4 дома, по-моему. Ну и, соответственно, у каждого свой вход. Воспользуемся обязательно такими ключами, брелками. Без них зайти не получится. Короче, домофон стандартный. Это наш лобби, наш холл. Видите, здесь все достаточно прилично, культурно. Висят камеры по углам. У нас security работает 24/7. Пойдемте дальше. Сейчас, вот, если направо взглянем, там у нас почтовые ящики. Сначала мы зайдем на паркинг, на парковочку, потом я покажу, где мы сбрасываем мусор. У нас там есть крутая сегрегация отходов. Так, идем на паркинг. Вот он наш паркинг. Это паркинг B1. У нас двухуровневая парковочка. С паркинга прям все здесь на первом этаже, грубо говоря. Топаем, топаем, топаем. Здесь краткое напоминание, как сегрегировать отходы по бакам. Желтые у нас баки идут на ресайкл, то есть на переработку. General Waste, то есть стандартные бытовые отходы. И зеленые это больше как органические продукты. Вот наш отсек. Здесь идет у нас сегрегация отходов. Понятно, да? Желтые то, что уходит на переработку, на ресайкл. Зеленые это у нас органическое, то есть там продукты питания. Например, шкурки от бананов, картошки и так далее. Еще такой момент. Помимо того, что у нас мы этим брелком пользуемся для того, чтобы зайти в холл, то есть в основное здание, этим же брелком мы пользуемся для того, чтобы проехаться на лифте. Без этого брелка лифт наверх не поедет. Более того, если мы хотим подняться этажом выше или там 2 этажами выше, этот брелок запрограммирован только на ваш этаж и на G-Floor. На G-Floor располагается бассейн, мангал, гриль, я хотел сказать. Бассейн, спортзал и, по-моему, сауна. Но в сауне я ни разу не был. Поэтому никто из соседей, в принципе, ни теоретически, ни практически не сможет пробраться на не свой этаж. Кто-то, видите, переезжал, завесили матами такими, чтобы ничего не поцарапалось. Едем на G-Floor. G-Floor это не наш этаж. По идее, это первый этаж, это второй. Но обозначение у них, видите, как принято. Первый это значит второй. Идем сейчас, выходим на основную территорию. Тоже обязательно надо воспользоваться нашим брелком. Вот такая у нас территория здесь. Симпатичная достаточно. Сегодня солнечно, несмотря на то, что зима и 12 градусов. Видите, все культурно, все красиво. Пойдемте, я вам сейчас покажу бассейн. Поближе подойдем. Вот наш бассейн. Сейчас температура воды не позволяет купаться, но вот вчера, допустим, какие-то пьяные соседи ныряли. Пришлось охрану вызвать, потому что они сильно шумели. Так у нас выглядит наш комплекс. Что у нас еще здесь интересного? У нас есть здесь организованный мангал. Опять мангал говорю. У нас есть организованный гриль. Пожалуйста, во двор вышел.
Он на газу подключил. Самое главное за собой все убрать. Помимо этого у нас есть за спиной столики. Можно внутри посидеть. Внутри есть все для этого. Есть столы, есть стулья, пуфики, диванчики. Все это в общем пользовании, в общем доступе. Главное за собой не оставлять мусор, естественно, и грязь. Так, надо ключи опять достать, потому что я здесь уже не пройду без ключей. Да, от себя. Вот. Значит, смотрите, здесь у нас есть вот такой тривиальный спортзал. Я в нем занимался пару раз, но здесь так, буквально в качестве зарядки можно, в общем, сюда ходить. Мне он не особо импонирует. Что у нас еще здесь есть? Здесь есть вот лаунж-зона. Заходим. Есть бильярд, есть бильярд, есть столики, есть барная стойка, кухня, телевизор. В общем, вечера здесь люди проводят по-разному, кто в спортзале, кто в бильярд гоняет. Ладно, я вам сейчас небольшую экскурсию провел по нашему комплексу. По поводу бассейна что хотел сказать. Здесь, в принципе, это считается самая нормальная практика, когда застройщик сразу же рассматривает установку бассейна, сразу рассматривает подобные зоны для отдыха, установку барбекю, каких-то столиков. То есть минимальную инфраструктуру строители закладывают, естественно, проектировщики. Вот мы в Казахстане, когда жили, квартиру снимали, там примерно все то же самое, за исключением грилей. Все очень культурно, все облагорожено, территория максимально, детские площадки, территория максимально облагорожена. Мне нравилось, конечно, в Казахстане на тот момент, когда мы жили. Сейчас пойдем до квартиры, покажу, как наша квартирка выглядит, небольшая, скромная. В принципе, ничего, видите, вот у каждого, в принципе, на балконе есть столы, стулья, кто-то мангал держит. Приехали на наш этаж. Здесь у нас длинный коридор. Апартаменты справа-слева квартиры, юниты, да, идут. С левой стороны то же самое. Мы живем в самом конце, в конце коридора. Эта шахта у нас. Сюда мы сбрасываем бытовые отходы. То, что касается переработки, мы все относим вниз. А здесь общие бытовые отходы, не сортированные. Коридоры все в ковролине. Классно. Двери, правда, конечно, говёного качества. Так. Ну вот мы и дома. Добро пожаловать. Все, ребятки, мы зашли домой сейчас. Квартира у нас двухбедрумная, то есть двухкомнатная. Помимо этого зал вместе с кухней объединены, и она не считается как отдельная. Ну, как я вам и говорил ранее, то что все квартиры, в основном почти 90%, может чуть больше, сдаются без мебели. Вот в таком виде квартира у нас была абсолютно голая, не было ничего. Да, на первый взгляд может показаться то, что квартира такого прожженного холостяка. Вот так вот, да. Холостяк, блядь, Холостяк! Да тихо ты, я видео, блядь, записываю. Это наш зал, обеденная зона, стол. Видите, ковер купили специально, потому что знали, что дети будут кушать немножко неаккуратно, да и сами нет-нет, да что-нибудь уроним. Вся квартира в ковровом покрытии. Сейчас расскажу чуть-чуть поподробнее, чуть-чуть попозже, какие есть нюансы. Вот это наша кухня. Вся техника на кухне это наша. Мы все покупали самостоятельно, кроме плиты и духового шкафа. Так, ну давайте начнем с детской, наверное. Сейчас детскую покажу быстренько. В детской ничего такого интересного нету, как в принципе во всей квартире. Кроватка одного, кроватка второго, школьный стол, тумбочка, есть под игрушки, комод под игрушки. Все, больше ничего лишнего нет здесь. Вот такой вид у нас открывается с окна. Как раз таки прямо на наш замечательный бассейн. Встроенный шкаф-купе. В каждой комнате есть здоровенный, высокий, с полками, с крючками. Так, давайте дальше покажу вам. Первая ванна у нас здесь. Это ванна. Здесь в основном, понятно, дети проводят время. Я имею в виду, купаются мы. У нас есть свой душ. Стиральная машина. И вот есть такая сушилка. Это уже наша комната с супругой. Кровать мы не покупали, купили новый матрас, спим на полу на матрасе, в принципе нам ничего страшного. По-спартански. Так, с правой стороны вы видите, это шкаф-купе встроенный, и у нас здесь свой есть душ. В принципе и все.
Вот. Давайте я вам сейчас еще покажу. Балкончик. Балкончик очень интересненький. Мне нравится летом тут, когда погода располагает. Эту квартиру мы уже снимаем второй год. В первый год я платил $620 в неделю. Сейчас с августа я буду платить $680 в неделю. В апреле, буквально за 3 месяца до окончания нашего договора, агент нам прислал письмо с вопросом, намереваемся ли мы дальше проживать в данной квартире или нет. Конечно же, мы выразили свое намерение, потому что, во-первых, здесь локация удобная, да, расположение. Мне до работы добираться на автобусе, бесплатном автобусе. Самое главное, бесплатный автобус. 10 минут ехать. До супермаркета, до Woolworths тоже, в принципе, в пешей доступности. Школа, садик, все в пешей доступности. Удобное расположение. Я посчитал еще, сколько примерно мне придется отдать за переезд, нанимать компанию с грузчиками. Это как минимум $1500-2000 я дам только за переезд. Я прикинул, думаю, ну и ладно, 680 дороговато, но это будет лучше, чем я сейчас в спешном порядке буду искать деньги на новый депозит, потому что текущий депозит мне вернут спустя месяц после того, как мы будем выезжать из квартиры, после выезда. Я посчитал, взвесил, думаю, хорошо, мы остаемся. 680 она предложила. Цена, думаю, приемлемая, но не на полгода. Задаю вопрос встречный. А можем ли мы на год остаться? Потому что полгода, ну, не совсем рационально будет для нас, неудобно. Буквально там через час, через полтора приходит ответ от агента. Тогда $700. Лендлорд запрашивает $700, если вы намереваетесь остаться здесь на год. Мы подумали, чего, только что было 680 ты предлагала. Через 2 часа вы уже говорите 700? Нет, я пишу письмо отказ. Я говорю, тогда мы не будем оставаться в квартире. Все, вот сейчас 3 месяца осталось нам, апрель, май, июнь. Мы съезжаем, будем искать другое жилье. Мне на следующий день утром перезванивает агент и говорит, Илья, как вы все-таки будете съезжать? А почему вы будете съезжать? Ну и начала вопросы задавать. Я говорю, а как мы будем здесь оставаться, если вчера у вас цена была 680 на полгода? На следующий день мне звонит агент, спрашивает, Илья, а по каким причинам вы хотите съехать с квартиры? Вам что-то не нравится? Я говорю, мне не нравится цена. Во-первых, вчера цена была 680, сегодня эта цена уже $700, но на год. Я говорю, я ознакомился с рынком в интернете и могу вам сказать, что $700 это очень дорого на данный момент. В общем, хозяин жилья, владелица жилья, да, согласилась, сказала то, что хорошо, пусть живут за 680. Заключили мы новый договор, он есть там своего рода как автопролонгация. Мы, конечно же, подписали там определенные документы электронно, но вот сейчас будем платить 680. В эту сумму не входят коммунальные платежи. Что такое коммунальные платежи? Это электричество. За электричество мы платим примерно $130-150 в месяц. Самый пик лета, это февраль-январь, я платил $200-220 за электричество, но потому что кондиционеры во всех комнатах мы гоняли круглые сутки, и днем и ночью. Без кондиционера здесь просто было адище. 40 градусов, на улицу выходишь, 40 градусов еще нормально, но в помещении просто невыносимо. Еще такой интересный момент был, мы когда заезжали в квартиру, нас сразу предупредили обязательно зафиксировать все повреждения, трещины, какие-то сколы, там, то, что вам не понравилось визуально, пятна на ковровых покрытиях, на стенах. Я это все зафиксировал, все это отобразили мы в репорте после заезда, там дается буквально, я не помню, 5 или 7 дней рабочих, для того, чтобы заполнить по форме, предоставить фотографии, какие косяки мы нашли в данной квартире. Потому что при выезде сразу же, это 100%, они будут пытаться с нас вытянуть бонд. И если царапина, которую вы не отразили в этом отчете, например, там, ну какой-то существенный изъян, вы про него не знали или там замолчали, при выезде, естественно, с вас будут за это спрашивать, с вас будут пытаться удержать какие-то деньги. Была интересная история с душем, как раз таки вот в ванной. Изначально, когда мы заехали, душ у нас не работал, он просто протекал. Мы обратились к агенту, записали видео, все это отобразили, записали, зафиксировали. Значит, пришел сантехник, посмотрел, поковырялся, говорит, тут у вас запчасти старые, таких запчастей у нас на складе нет, надо их заказывать с другого штата. Приду через 2 недели. Пришел он в итоге через месяц, благо у нас 2 душа, то есть можно было мыться спокойно. Но перед тем, как он починил душ, я интересовался у агентов, а можно ли мы поставим, изначально там длина душа была, длина шланга душевого была 1 метр все, ну то есть совсем коротышка. Я спрашиваю агента, а можно мы купим
двухметровый шланг за свой счет, и все равно, так как пломбир, сантехник будет выполнять свои работы, пусть он поставит двухметровый шланг. Она говорит, да, хорошо, но самое, что интересно, вот реально, это какой-то сюр, я считаю, маразм. При выезде вы должны будете поставить однометровый шланг. Какого хрена? Я как бы наоборот хочу купить двухметровый шланг, пусть он оставится следующим жильцам, пусть он останется вам. Все равно сантехник будет выполнять эти работы. Нет, и все хоть и тресни. То есть метровый шланг висел, значит и метровый шланг при выезде и должен был остаться. Дальше потом произошла с нами неприятная история. Сантехника я попросил вербально на словах, говорю, у вас есть 1,5-метровый шланг или 2-метровый? Говорит, есть у нас 1,5 метра шланг, я вам бесплатно его поставлю, то есть не надо будет за него платить. Ну и в итоге, конечно же, он поставил 1,5-метровый шланг, потом мы получили вот такое письмо от агента о том, что в инвойсе, в счете отображена установка 1,5-метрового шланга бесплатно, но просим вас учитывать то, что при выезде вы должны будете вернуть на место еще метровый шланг. Ну что такое, это куда катится-то? Ну я считаю, это реально маразм. Истории с соседями. Здесь в принципе район достаточно тихий, соседей никому. Я вообще за все время ни разу не слышал ни криков никаких, никакого каких-то шумных голосов. Здесь хорошая шумоизоляция, это 100%. Хотя вроде бы стены кажутся картонные, и они строят так из гипсокартона в основном. Но тем не менее, шумоизоляция здесь вот такая. Но истории с соседями какие были? Здесь в принципе все достаточно мирно, спокойно и тихо. Единственное, соседи, которые раньше до этого жили там, которые относятся к китайской коммунистической партии, прекрасная пара, их было не видно, не слышно. Мы просто нарадоваться не могли, что у нас такие классные соседи. Но они съехали, заехали другие. И значит сосед этот бобер. Бобр, курва! Я пердоле кипидле! Как только заехали, они поставили свой мангал. Самый настоящий мангал, не гриль, а мангал. И причем этот мангал был на углях. Вообще, насколько я знаю, здесь приветствуется ставить на балконах, то есть не воспрещается ставить свои грили, но они, как правило, все газовые. Я ни у кого не видел, чтобы здесь были на дыму. И тут, значит, такая ситуация. Мы возвращаемся домой, у нас квартира, здесь стоят мало того, что датчики задымления по всей квартире, да? Мы возвращаемся домой, здесь дым стоит, дым этот, он развел костер, я не знаю, что там происходило, жарили они мясо. Весь дым к нам валит в квартиру, мы скорее все окна позакрывали, все двери позакрывали. Я выхожу на балкон, ему спрашиваю, говорю, ты что творишь, чувак, что происходит? Sorry guys, can you hear me? Your smoke coming to my apartment, mate. Do you have any other places? Maybe we have a public place, an official one for the barbecue. It's my home. I'm allowed to prepare barbecue, but everyone prepare barbecue. Yeah, it's okay, but I never seen that someone was making the barbecue and it emits the smoke. I've seen plenty of times. All right, I got you. Ну, в общем, я не стал с ним спорить. Я думаю, ладно, в понедельник я утром напишу и исполню свой гражданский долг, напишу агентам кляузу, скажу то, что вот под нами живет сосед, который вытащил мангал, кострище стояло, дым на всю округу. Понятно, что он поступил не совсем культурно, вежливо по отношению к нам, к другим соседям, потому что дым стоял аж до 5-го этажа. Тем не менее, я решил не писать кляузу на него. В принципе, после этого он за 2 месяца ни разу больше с тех пор не жарил ничего на мангале. Скорее всего, на него кто-то еще из других жильцов пожаловался. Но поскольку я человек впечатлительный, когда я ему сделал замечание, попросил его передвинуть мангал куда-нибудь в другую сторону, и он мне ответил достаточно... Он мне ответил вежливо, но, грубо говоря, он меня послал на ПНХ. Вот и все. Мне было неприятно, я человек достаточно сентиментальный. И потом это все внутри себя прокручивал очень долго. Дорогой дневник, сегодня сосед, который живет снизу, очень сильно нагрубил мне. Второй случай был. Соседи этажом выше ночью, пьяные в час ночи, что-то там двигали. Во-первых, слушали музыку громко. Было слышно, как они двигали мебель. Какого-то хрена в час, в 2 ночи. У нас есть телефон security. Security располагается прямо здесь в комплексе. Я им написал текстом сообщение. Я говорю, я такой-то, такой-то, с такой-то квартиры, такой-то дом. У нас здесь наверху кто-то двигает мебель. Security пришли, мы вместе с ним поднялись наверх на 3-й этаж. И он при мне сделал замечание этим соседям. Ребят, мол, дескать, успокойтесь. Там у них такой шалман стоял, что это, вот.
После этого я написал письмо, обязательно тут все такие случаи должны фиксироваться. Во-первых, security, во-вторых, если вас что-то не устраивает, все работает через агента. В принципе, здесь неприемлемо особо прийти к соседу напрямую, постучать и сказать: ты какого хрена ты здесь музыку громко слушаешь, ты что там сверлишь, долбишь. Друзья, всем спасибо большое за просмотр сегодняшнего видео. Надеюсь, вам было интересно. Все-таки у вас было жуткое любопытство узнать, как мы здесь проживаем, какой у нас быт, как устроена наша квартира. К сожалению, квартира не наша, приходится арендовать. Я потом сделаю отдельный выпуск по поводу того, как приобрести здесь жилье, какая процентная ставка по ипотеке, какие есть требования для того, чтобы взять квартиру либо дом в ипотеку. Куча разных нюансов есть. Я пока еще постепенно вникаю в этот процесс. Нюансов очень много. Всем спасибо большое за внимание. Был рад снова вас всех видеть. И всем пока, ребята. До скорых встреч.